Черные дыры одновременно пугают и притягивают. Они разрывают звезды и галактики, пожирают друг друга, заливают небо раскаленной плазмой, джетами. В то же время эти гравитационные монстры зажигают самые яркие огни в космосе, создают сотни копий звезд и галактик и даже, возможно, открывают ворота в другие вселенные. Но почему черные дыры сияют в небе, ведь их должно быть не видно в темном пространстве? А как им удалось запустить некий звездный ксерокс? И какое отношение черные дыры имеют к другим вселенным? Вопросов можно задавать еще много. Без путешествия к черным дырам ответы на них нам не найти. Так что собираемся в путь. В помощь прихватим карту, на которую ученые нанесли 1,3 миллиона нужных нам объектов во Вселенной. Хотя в путеводителе отражены только сверхмассивные черные дыры, которые прочно обосновались в активных ядрах галактик, квазарах. Так что карта станет лишь одним из наших гидов. В космосе существует несколько типов черных дыр, которые обладают различными внешностью, возможностями, повадками. И мы у всех них побываем в гостях. Только будем бдительными, эти объекты все же очень опасны. Чаще всего ученые определяют их как область космоса с безумно сильным гравитационным притяжением, где невероятно плотно спрессована материя. Чтобы Солнце стало черной дырой, его надо сжать до радиуса в 3 километра, то есть в 4 миллиона раз, а Землю – до 9 миллиметров или приблизительно в миллиард раз. Черные дыры настолько компактны, что мы можем только математически описать их сингулярность, одномерную точку бесконечной плотности. Пространство-время искривляется в них, превращаясь в замкнутую сферу. Даже свету не хватит скорости, чтобы вырваться наружу. Чтобы во время путешествия не угодить ненароком в такую черную бездну, откуда нет возврата, нам придется постараться. Как только пространство начнет изгибаться, а гравитационное притяжение невидимой области космоса расти, стоит насторожиться. На нашем пути, вероятно, встала черная дыра. Впрочем, косвенные признаки нам может и не понадобиться. Большинство подобных монстров окружает пылающее кольцо, аккреционный диск. Мы его увидим издалека. Хотя размер дыр определяется не этим диском, а горизонтом событий. Так называют сферическую область вокруг монстра, за которой от гравитационного притяжения черной дыры уже не избавиться. Чем массивнее подобный объект, тем больше этот горизонт, который также называют по имени его открывателя радиусом Шварцшильда. Но впервые идею о существовании черных дыр выдвинул английский ученый Джон Митчелл в 1784 году. Он считал, что в космосе рождаются небесные тела с безумно сильным гравитационным притяжением. Преодолеть его можно лишь на скорости выше световой. Тогда на эту гипотезу не обратили внимания. Только спустя более 100 лет Альберт Эйнштейн выдвинул теорию относительности, которая рассматривала гравитацию как искривление пространства-времени. А вот немецкий астроном Карл Шварцшильд занялся этой темой уже в 1916 году. Он описал гравитационное поле неподвижной черной дыры и определил, что такое горизонт событий. Спустя 57 лет физик из Новой Зеландии Рой Керр доказал, что некоторые из дыр могут еще и вращаться. В реальности впервые коллапсар, как тогда называли черную дыру, ученые обнаружили в 1964 году. Он находился в созвездии Лебедя и испускал радиоизлучение. Термин «черная дыра» начал употреблять американский физик Джон Уиллер 3 годами позже. Первое реальное фото черной дыры появилось лишь в 2019 году. Международная группа астрономов использовала 8 радиотелескопов, чтобы получить самое подробное изображение центрального объекта галактики М87 из созвездия Девы на расстоянии 53,5 миллионов световых лет от Земли. Затем в объектив целого массива телескопов попала сверхмассивная черная дыра «Стрелец А» со звездочкой в центре Млечного Пути. Чтобы найти подтверждение существованию черных дыр, ученые также изучают квазары, активные ядра галактик на начальном этапе развития, излучающие яркий свет. В
ходе наблюдения они выяснили, что внутри этих объектов находятся сверхмассивные черные дыры. В созвездии Гончие Псы на расстоянии более 10 миллиардов световых лет от Земли, например, пылает очень яркий квазар Тон 618. Внутри него обнаружена черная дыра, которая считается самой большой во Вселенной. Масса монстра в 66 миллиардов раз превосходит наше светило. Для сравнения, черная дыра Стрелеца со звездочкой в центре Млечного Пути достигла массы всего в 4 миллиона солнечных. Тон 618 испускает в пространство безумное количество излучения различных типов. Вокруг черной дыры с немыслимой скоростью 7000 км в секунду вращается аккреционный диск, состоящий из горячего газа. Он создает в своем регионе условия, похожие на гигантскую магнитную бурю с температурой 10 тысяч градусов Цельсия. Повсюду сверкают молнии и возникают ни с чем не сравнимые ураганы. Ветры вокруг квазара дуют так быстро, что могли бы обогнуть Землю за секунду. Этот аккреционный диск пылает как 140 триллионов солнц. Сияние квазара полностью затмевает галактику, в которой он расположен. Трудно не заметить в небе его свет. Впрочем, на черные дыры ученым указывают не только лучи таких космических прожекторов. Если зафиксировать в небе гравитационно-волновой всплеск, то тоже можно попасть в точку. Подобные космические штормы порой возникают при слиянии двух черных дыр. Самые мощные пары зачастую способны своей энергией усилить блеск близлежащих звезд и этим невольно подать астрофизикам о себе сигнал. То есть ученые уже могут различными способами вылавливать в пространстве черные дыры. На данный момент обнаружено около 1000 подобных объектов во Вселенной. Всего же, предполагают исследователи, существует несчетное количество черных дыр. Как мы отмечали, они бывают нескольких типов. На сегодняшний день лучше всего, пожалуй, изучены черные дыры звездной массы, которая составляет от 3 до 50 солнечных. И вполне возможно, их больше всего во Вселенной. Ученые из Италии подсчитали, сколько таких монстров находится в видимой части мироздания. Результаты показали, что они составляют примерно 1% всей обычной материи в космосе. Получается гигантская цифра в 40 квинтиллионов черных дыр звездной массы, четверка с 19 нулями. На карте, которую составили исследователи, эти объекты, обозначенные белыми точками, просто заполонили небо. Откуда их столько взялось? По одной из версий, эти небесные тела появились вследствие сжатия очень массивной звезды под действием гравитационных сил. Согласно второй гипотезе, сжимается под собственным весом не отдельная звезда, а часть галактики. Исследователям в основном попадаются черные дыры этой категории, массой в диапазоне от 5 до 25 солнечных. Но бывают исключения, как в двойной системе G3425 в 5825 световых годах от Земли. В ней один из компаньонов, красный гигант, звезда на поздней стадии эволюции, а второй — маленькая черная дыра. Это очень дружная пара. Двойная система имеет уникальную стабильную орбиту. Красный гигант с массой примерно 2,7 массы Солнца вращается вокруг невидимого компаньона с периодом около 880 дней. При этом эксцентриситет орбиты, то есть ее отклонение от круговой, почти равен нулю. Такая стабильность свидетельствует о том, что система не испытывала значительных возмущений в течение длительного времени. Это не совсем соответствует обычному поведению черных дыр в двойных системах, где взрыв сверхновой часто разрушает подобный союз. Возможно, стабильность пары G3425 связана с тем, что черная дыра очень маленькая, массой в 3,6 солнечной. Сравним ее с самой большой черной дырой звездной массы, известной на сегодняшний день – Gaia BH3. Ее масса превышает солнечную примерно в 33 раза. По поводу происхождения столь массивных черных дыр этого типа у ученых тоже немало версий. Но, скорее всего, они образуются в результате коллапса бедных металлами звезд, в химическом составе которых почти нет элементов тяжелее водорода и гелия. Считается, что за время своей жизни такие звезды
теряют меньше массы. В этом случае на момент смерти у светила остается больше материи, потому черная дыра получается массивнее. Хотя, возможно, они рождаются и в результате совершенно иных процессов. В любом случае, Gaia BH3 – гигант только в своей категории черных дыр звездной массы. Но она просто пушинка по сравнению со сверхмассивными черными дырами. Вот они точно настоящие космические монстры. Массой в 105 1011 солнечных, а может и больше. Примером сверхмассивной черной дыры является Стрелец А со звездочкой в центре нашей галактики. Его масса составляет около 4 миллионов солнечных, и он занимает площадь размером с Солнечную систему. Мы неплохо изучили гравитационного монстра Млечного Пути. С помощью телескопа горизонта событий астрономы даже сделали его снимок. Однако черная дыра не перестает преподносить астрономам сюрпризы. Недавно, одновременно в рентгеновском и радиодиапазоне, они наблюдали, как вещество движется вокруг Стрелец А со звездочкой под влиянием его гравитации. Результаты шокировали ученых. Оказалось, что черная дыра разгоняет материю до скорости в 60% от световой. Это так быстро, что пространство-время возле дыры очень сильно искажается. Когда мы подлетим к Стрельцу А со звездочкой, то за счет этого искривления увидим что-то типа гигантского овального мяча для американского футбола. Процесс образования мощных монстров, подобных Стрельцу А со звездочкой, до сих пор не до конца изучен. Слияние относительно небольших дыр в единый гигантский объект считается наиболее перспективным вариантом. Очень часто такие события происходят в условиях плотных звездных скоплений. Ученые узнают о подобных катастрофах благодаря гигантским гравитационным волнам, которые возникают вследствие столкновений в космосе черных дыр. Обсерватории Лиго, Вирго и Кагра позволяют ученым исследовать эти возмущения. Так удается получить сведения об орбитах черных дыр перед катастрофой и причиной их столкновений. Итоги исследований гравитационных волн поразили ученых огромным количеством слияний черных дыр звездной величины между собой или сверхмассивными коллегами. Для подкрепления своих выводов исследователи проанализировали сверхмассивную двойную черную дыру в эллиптической галактике B2 0402 плюс 379. Расстояние между компонентами в ней является наименьшим из известных – всего 24 световых года. По оценкам команды, масса двойной черной дыры в 28 миллионов раз превышает солнечную. Это делает пару самым тяжелым объектом подобного типа из тех, что знают астрономы. B2 0402 плюс 379 во время этого процесса, похоже, выбросила прочь почти всю материю в своих окрестностях, оставив ядро галактики без звезд и газа. В результате дыры все больше сближаются. Судьба ужасной парочки пока точно неизвестна. Вполне вероятно, черные дыры соединятся вместе только после какой-то катастрофы. Например, это может произойти после слияния их эллиптической галактики с какой-то другой. Но у истории с образованием сверхмассивных черных дыр возможен и иной поворот. Все могло начаться еще в ранней Вселенной, когда она под завязку была забита межзвездным газом и пылью. Скопление этих материалов в том или ином месте пространства вело к образованию то здесь, то там массивного вращающегося диска. Он постепенно увеличивал массу центрального объекта, превращая его в сверхмассивную черную дыру. Астрофизики из США заметили, что подобные небесные динозавры встречаются в центральных узлах так называемой космической паутины, где больше вещества. Это трехмерные сети из нитей видимой и темной материи. Структуры возникли в первые мгновения существования Вселенной, когда вещество моментально распространилось после Большого взрыва. Астрономы получили первое подтверждение этой теории, изучая с помощью оптического телескопа ВЛТ самые далекие и яркие квазары. Их внимание привлек SDSS J1030 плюс 0524, расположенный в созвездии Льва. Свет от него шел до Млечного Пути 12,8 миллиарда лет.
Древний объект оказался безумно огромным, в миллиард раз больше Солнца. Ученые также нашли намеки на то, что плотность материи вокруг сверхмассивной черной дыры в центре квазара, даже учитывая ее массу, необычно высока. Этот космический динозавр, можно сказать, как следует запасся пищей. Сверхмассивные черные дыры вообще отличаются зверским аппетитом. Мы уже говорили о том, что разорвать и поглотить неосторожно подлетевшую звезду для такого монстра все равно, что щелкнуть орешек. Они пожирают даже целые галактики и недавно устроили настоящий пир. Команда астрофизиков из университета Джонса Хопкинса в США обнаружила в одном из регионов созвездия Льва необычно плотное скопление из 6 древних галактик. Зачем они сбились в столь тесную компанию, когда в небе хватает места? Причину удалось узнать с помощью 2 новых спектрографов, которые недавно подключили к телескопу ВЛТ. Данные приборов показали, что тусовка галактик проходит на относительно небольшом расстоянии от сверхмассивной черной дыры квазара. Все объекты связаны друг с другом притяжением космического монстра. Гигант подтягивает галактики к себе, чтобы одну за другой разорвать на куски и проглотить. Понятно, когда есть пища, то сверхмассивные черные дыры тут же накроют стол и будут пировать до последней звезды из каждой галактики. Но не всем монстрам так везет. Многие из них в какой-то момент остаются без добычи. Тогда они просто впадают в некую космическую спячку или анабиоз, совсем как медведи, ежи или сурки на Земле. В подобном состоянии дыры не выбрасывают джеты, и их аккреционные диски затухают. А если вновь появляется возможность как следует поесть, щелкают условным включателем и активируют сами себя. Так ученые описывают этот удивительный процесс, который недавно им посчастливилось наблюдать. Галактика SDSS 1335 плюс 0728 ничем не привлекала внимание астрономов до декабря 2019 года. Тогда яркость черной дыры в центре галактики начала сильно увеличиваться. Этот гигант, который в миллионы раз массивнее Солнца, стал больше излучать в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом свете, а в феврале 2024 даже в рентгеновских лучах. Такие события происходят, когда черная дыра поедает звезду или газовое облако, подошедшее слишком близко. Однако многое в процессе активации остается неясным. Например, может ли подобное периодически происходить со спокойными сверхмассивными черными дырами, такими как Стрелец А со звездочкой? А что происходит, когда пищи слишком много? Черные дыры порой просто опустошают близлежащий регион космоса. Ученые пришли к этому выводу, наблюдая за скоплением галактик RBS 797 в 3,9 миллиардах световых лет от нас. И именно там удалось обнаружить пустоты вокруг дыр. Монстры устраивают такой отток массы вокруг себя, что в их окрестностях ничего не остается. Это не является новинкой, подобное уже наблюдалось в других скоплениях галактик. Но кластер RBS 797 поразил астрономов масштабами своей уборки лишнего вещества. Ученые заметили, что около 2 сверхмассивных черных дыр существует сразу 4 огромных пустоты, и все их прорезают перпендикулярные джеты, струи раскаленного вещества, которые выплевывают в космос черные дыры. Энергия джетов буквально выметает весь межгалактический газ в регионе, что астрономы фиксируют в виде гигантских пустот. На первый взгляд, с типами черных дыр ученые теоретически разобрались и нашли в космосе реальные примеры. И все же сейчас ведется настоящее расследование в связи с исчезновением множества представителей еще одного вида монстров – промежуточной массы. Считается, что это связующее звено между черными дырами, звездной массой и их сверхмассивными коллегами. Согласно расчетам, в небе должно быть немало таких объектов массой от 100 до 100 тысяч солнечных. В реальности астрономы этого не наблюдают. Во время космического путешествия нам будет не просто встретиться с подобными объектами. В
Впервые черную дыру промежуточной массы обнаружили всего 12 лет назад, в 26 тысячах световых лет от Земли. Ее масса в 1300 раз больше солнечной. Всего слоановский цифровой обзор неба позволил определить лишь 305 кандидатов в такие объекты. Чтобы обнаружить их логово, ученые провели доскональное моделирование массивных звездных шаровых скоплений от светила к светилу, не пропуская ни одного. Моделирование дало нужную подсказку. Она скрывалась в достаточно плотном молекулярном облаке, таком себе родительском гнезде шаровых скоплений. В этой среде, как оказалось, могут возникать звезды после смерти, способные превращаться в черные дыры промежуточной массы. Что это за особые звезды и почему все происходит в шаровых скоплениях? Такие регионы космоса ученые нередко называют звездными мегаполисами. Плотность их населения чрезвычайно высока. Из-за этого звезды часто сталкиваются и сливаются, набирая массу и силу гравитации. Постепенно светило притягивает все новых соседей. В конце концов, образуются звезды массой примерно в 1000 раз больше солнечной. Этого хватит для создания черной дыры промежуточной массы. Чтобы увидеть их своими глазами, мы отправимся в звездное скопление IRS-13 на расстоянии 0,1 светового года от центра Млечного Пути. В космосе это очень маленькое расстояние, но оно эквивалентно 20 перемещениям туда и обратно из одного конца Солнечной системы в другой. Наблюдения показали, что звезды в скоплении IRS-13 вращаются вокруг центра галактики неожиданно упорядоченным образом. В то же время моделирование предполагает хаотичное движение и случайное расположение звезд. Вероятно, все дело в том, что светила из IRS-13 выбрали себе странную и опасную компанию. Они взаимодействуют со сверхмассивной черной дырой Стрелец-А со звездочкой, которая в данном случае выступает идеальным регулировщиком движения. В результате звезды мчатся по своей космической трассе, как в земном мегаполисе, без хаоса, соблюдая небесное ПДД и не сталкиваясь друг с другом. Но что помогает всей этой компании держаться вместе, не разлетаясь по космосу? Ученые на основе наблюдений космических и наземных телескопов предполагают, что в центре звездного скопления находится черная дыра промежуточной массы. Именно ее влияние является причиной компактного расположения всех светил. Эту версию подтверждает тот факт, что лучи и ионизированный газ с огромной скоростью вращаются вокруг предполагаемой черной дыры промежуточной массы. Кроме того, присутствие монстра выдает очень высокая плотность звездного скопления. Она больше, чем у любого другого подобного объекта, известного астрономам в Млечном Пути. Еще более загадочным является объект в системе G3425, который обнаружил космический телескоп Гайа. Там мы сразу увидим свет белой очень горячей звезды спектрального класса А, массой около 2,7 солнечной, и больше ничего. Куда же делся ее напарник? Он на месте, но очень темный, поскольку не излучает видимый свет. Это, по мнению астрономов, подтверждает его классификацию как черной дыры промежуточной массы. Хотя здесь остается много вопросов. G3425 не вписывается в современные понятия о подобных парах. Дело в том, что при малом расстоянии между объектами в системе астрономы ожидали увидеть характерное перетекание вещества от звезды к дыре. В этом случае вокруг монстра должен образоваться аккреционный диск из притянутой материи, который из-за разогрева излучает в разных диапазонах. Однако в данной системе ничего такого не наблюдается. Еще труднее разобраться с типом черных дыр, которые относятся к категории гипотетических. Это маленькие и легкие создания Вселенной, предположительно обладают фантастическими качествами. Такие дыры даже могут оказаться практически бессмертными, поскольку просто не могут умереть. Речь идет о первичных черных дырах, образовавшихся в самые ранние моменты существования Вселенной. Как они могли родиться в те времена, когда еще не сформировались звезды и монстрам, кажется, просто нечем было питаться? Прежде всего,
Не будем забывать, что эти дыры обладают микроскопическими размерами. Согласно моделям, из микроизменений плотности материи и пространства-времени ранней Вселенной в основном должны были возникнуть дыры с размером песчинки и массой горы. Самые маленькие из них будут намного массивнее, но значительно меньше, чем элементарная частица. Более тяжелые и мизерные частицы, возможно, являются квантовыми черными дырами. Однако говорить о них рано, поскольку подобные объекты пока находятся под еще большим вопросом. Хотя астрономы никогда не обнаруживали первичные черные дыры, на основе расчетов и наблюдений о них уже известно немало. Самым удивительным оказалось то, что эти маленькие отверстия, которые перфорировали раннюю Вселенную, обладают всеми необходимыми свойствами темной материи. В частности, они не излучают свет и способны группироваться вокруг галактик. Если первичные дыры существуют, они могли бы объяснить большую часть темной материи. Проблема остается в том, что до сих пор ни одной первичной черной дыры ученые не наблюдали. Большинство кандидатов на эту роль после тщательных наблюдений были исключены. Например, для учета темной материи должно быть так много этих гравитационных крох, что они постоянным потоком проходили бы перед Солнцем со стороны Земли. Это создало бы вспышки микролинзирования, которые астрономы должны регулярно наблюдать. В реальности этого не происходит. Тогда в новом исследовании международная команда астрономов использовала другой подход. Ученые решили внимательнее присмотреться к обычным черным дырам, только сверхлегким, на самом конце шкалы возможных масс. Что с ними происходит в конце жизни и годятся ли они как кандидаты в первичные дыры? Авторы исследования отмечают, что в случае с такими нанообъектами возможны три исхода. Первый заключается в том, что черная дыра до конца излучает энергию и заканчивает свой путь как кратковременная вспышка высокоэнергетических частиц. Второй вариант предусматривает, что какой-то механизм предотвращает полное испарение. Тогда черная дыра достигает некого стабильного состояния. Но как может испариться черная дыра? Знаменитый астрофизик Стивен Хокинг предсказал, что эти объекты излучают тепло, как горячий уголек, с температурой обратно пропорциональной их массе. Поскольку излучение уносит энергию, масса объекта постепенно уменьшается, то есть черная дыра, излучая, сжимается, в результате чего нагревается. И еще сильнее начинает излучать все более энергичные частицы, уменьшаясь быстрее и быстрее. Когда дыра съеживается до массы около 1000 тонн, она в течение секунды взрывается, как миллион мегатонных ядерных бомб. Однако для случая с испарением неизвестным остается временной масштаб процесса. Если это происходит быстро, то должен усиливаться эффект повторного нагрева раннего космоса. Если же дыры испаряются медленно, астрономы должны увидеть их смерть как вспышку гамма-лучей. Ни один из этих эффектов не наблюдался. Но возможно, что детекторы, такие как Большой телескоп Ферми, смогут поймать в небе момент такой катастрофы. Есть еще теория ученых из университета Буффало в США, и она просто шокирует. Судите сами. Для того, чтобы наконец-то вывести на свет первичные черные дыры, нам придется прервать свое путешествие и вернуться на Землю. Да, доказательства существования этих неуловимых объектов могут скрываться прямо на нашей планете. Суть теории в том, что такие дыры могут прятаться в очень разных местах. Они варьируются от больших полых планетоидов в космосе до микроскопических туннелей в повседневных материалах на небесных телах, включая Землю. Когда вы берете в руки камень, кусок металла или стекла, то можете стать обладателем целого сокровища – мини-черной дырочки возрастом в миллиарды лет. Только в этом случае внутри объекта в вашей руке должна существовать какая-то полость. Попав в ловушку, в большом каменистом объекте первичная черная дыра поглотила бы его жидкое ядро и оставила бы внутри пустоту. Но есть и другой вариант. Дыра может на бешеной скорости промчаться сквозь объект насквозь и оставить после себя прямой туннель.
В этом случае отверстие получится достаточно большое, чтобы увидеть его в микроскоп. Например, черная дыра массой 1022 грамма оставила бы после себя туннель толщиной 0,1 микрона. Ученые считают, что большая плита из металла или другого материала способна служить эффективным детектором черных дыр. В ней можно отслеживать внезапное появление микротуннелей, а шансы на поиск уже существующих характерных отверстий будут больше в очень старых материалах, от зданий, которым сотни лет, до скал возрастом в миллиарды лет. Однако все равно шансы на успех безумно малы. Ученые подсчитали, что вероятность прохождения первичных черных дыр сквозь валун возрастом в миллиарды лет составляет лишь 0,01%. Тогда получается, что первичная черная дыра способна пройти через наше тело. Ученые подтверждают подобный сценарий, хотя вероятность его мизерная и составляет миллиардную долю процента. Страшно представить, что будет после этого. Однако исследователи успокаивают: даже если вы попадете под удар, то ничего не произойдет. В отличие от камня, человеческая ткань имеет небольшую напряженность, потому первичная черная дыра не разорвет ее на части. Кинетическая энергия объекта, конечно, может быть огромной, но во время столкновения она не успеет высвободить много силы, поскольку движется очень быстро. Сейчас, конечно, это кажется некой сказкой. Однако многие физические концепции, которые когда-то выглядели неправдоподобными, впоследствии были доказаны и уже воспринимаются как реальность. В отношении черных дыр это особенно актуальный подход. Возьмем для примера хотя бы мнение физиков, принимавших участие в создании фильма «Интерстеллар». Они считают, что своим вращением черная дыра провоцирует искажение света и отражение своего окружения. Так что вокруг нее должны быть видны копии тысяч звезд и галактик. Возможно, в скором времени наука это подтвердит, как и некоторые невероятные теории, которые касаются внутреннего устройства черных дыр. Пока никто не способен заглянуть внутрь них. Ну, хотя бы потому, что для этого не хватит жизни человека. При приближении к любому черному монстру безумно растет гравитационное поле. С его увеличением все больше и больше замедляется время. Таким образом, наблюдатель может увидеть внутренности черной дыры только через бесконечное количество времени. Но если бы каким-то образом удалось замедлить его ход, проникнуть в черную дыру все равно не удастся. Давайте предположим, что мы решились на подобный отчаянный шаг. Тогда нам сначала предстоит пробраться сквозь аккреционный диск дыры. Эта область светящегося газа вращается почти со скоростью света и невероятно разогрета трением материи, поглощаемой дырой. Она мгновенно испепелит любопытного исследователя. Хотя, по одной из версий, у электрически заряженных дыр квантовый туман охлаждает аккреционный диск. Тогда его, вероятно, удастся миновать, не изжарившись и не разлетевшись на атомы. Но и в этом случае при падении в маленькую дыру мы, скорее всего, будем уничтожены ее мощной гравитацией. А вот в огромной дыре, как выяснили ученые, гравитация слабая. Ее, возможно, удастся преодолеть, оставшись в живых. Что тогда мы увидим внутри черной дыры? Пока ученые могут лишь строить предположения об их начинке с помощью расчетов и гипотез. Долгое время они считали, что внутри дыр могут находиться только пыль и останки звезд, планет, еще не переваренных монстрами. Лишь недавно появилась другая концепция. Космологи решили, что внутри электрически заряженных вращающихся черных дыр все не так однозначно. При определенных условиях в них могут существовать фотоны, другие частицы, а возможно и большие небесные тела. Даже планеты способны вращаться в их чреве. А на самом дне черных дыр теоретически можно найти стабильную кротовую нору или червоточину. Что это такое? На первый взгляд черные дыры и червоточины одинаковы. Отличить их с помощью современных технологий невозможно, так как объекты одинаково искривляют пространство-время. Однако, если кротовые норы существуют, они будут обладать свойствами, которых нет у обычных черных дыр. Чтобы понять, в чем разница,
познакомимся с какой-нибудь червоточиной поближе. Это гипотетический объект, который представляет собой туннель между двумя точками Вселенной. Согласно одной из теорий, он может соединять даже разные вселенные. Как это действует, поможет понять простой опыт. Возьмите лист бумаги и представьте, что это наша Вселенная. Теперь пустите по нему муравья. Насекомое будет выполнять роль воображаемого космического корабля. Если звездолет захочет долететь из точки на одном конце пространства до другого, самый быстрый путь по прямой. Но бумага, как и пространство, гнется. Если вы придадите ей форму буквы «Ю», муравей практически пройдет такой же путь, как и на прямом листе. То есть расстояние полета вашего космического корабля не сократится. Просто он будет двигаться по изогнутому пространству времени. Однако не будем забывать, что в трехмерной реальности два конца бумаги, где точки начала и конца пути муравья, теперь находятся очень близко друг к другу. Отрежьте кусочек соломинки для коктейлей и проткните ею лист в этих двух местах. Получится как бы мост или тоннель, соединяющий маршрут. Это и есть наша червоточина. Если муравей использует ее, то невероятно сократит свой путь. И наш космический корабль, двигаясь по такому тоннелю, почти моментально достигнет конечной точки маршрута. Причем для перелета ему не понадобятся мощные двигатели и огромные топливные баки. Но как это соотносится с действительностью? Общая теория относительности, постулаты, которые астрономы уже неоднократно подтверждали, допускает существование кротовых нор. Физически описать червоточину можно, но для этого необходимо, чтобы она состояла из экзотической материи с отрицательной плотностью энергии. В таком случае кротовая нора не схлопнется, и портал останется стабильным. Отличие черных дыр и кротовых нор заключается еще в том, что находится на дне каждого из подобных колодцев. У дыр проход заканчивается массивным объектом, а у червоточин – выходом в другой части Вселенной. Если же среди сингулярности на дне черной дыры есть червоточина, тогда все может измениться. В данном случае кротовая нора тоже послужит воротами для нашего космического корабля. Но куда он попадет? Чаще всего предполагается, что черная дыра заканчивается своим антиподом – белой дырой. Для экипажа космического корабля, наблюдающего издали, белая дыра будет выглядеть как и черная. У белой дыры есть масса. Она может вращаться. Ее окружает горизонт событий и граница, которая отделяет объект от остальной Вселенной. Но есть одно отличительное свойство. По мнению французского физика-теоретика Карло Равелли, оно поможет нам сразу идентифицировать белую дыру. Как только некий объект выплюнет что-то на ваших глазах, это точно не черная, а белая дыра. Ученый описывает белую дыру как временную инверсию черной, как если бы видео черной дыры проиграли задом наперед. Точно так же отскок мяча является временной инверсией падающего мяча. Таким образом, получается, что горизонт событий черной дыры – это точка, за которую ничто не может выйти, а горизонт событий у белой дыры является границей, через которую ничто не может зайти. При этом объекты, которые оказались в белой дыре, могут ее покинуть, быть выплюнутыми наружу. Но поскольку ничто не может попасть внутрь нее, ее интерьер отрезан от прошлого Вселенной. Ни одно внешнее событие никогда не повлияет на внутреннее пространство белой дыры. Впрочем, это одна из точек зрения на белые дыры. Есть гипотеза, что такие объекты являются другими вселенными. Пройти из одного мироздания в другое как раз и можно с помощью червоточины. Кротовая нора, как туннель, соединяет обе дыры узким проходом. Трудно сказать, смог бы наш звездолет по этой теории попасть в белую дыру. Впрочем, даже при удаче назад ему вернуться вряд ли будет суждено. По мнению большинства космологов, билет обратно природа не выдает, и мы никогда не узнаем, что происходит в белой дыре. Пока, конечно, это только гипотезы. Они предлагают перспективу невероятно увлекательных путешествий, однако в очень далеком будущем. А что нам ждать от черных дыр сейчас?
Могут ли они нанести вред Земле? Ученые утверждают, что монстр может поймать в гравитационный капкан нашу планету при максимальном расстоянии в несколько десятков световых лет. Он сначала разорвет пленницу на куски, а затем проглотит. Даже если дыра объявится чуть дальше, нам все равно не сдобровать. Ей хватит силы устроить катастрофу в Солнечной системе. В лучшем случае ее гравитация несколько отдалит орбиту планеты или приблизит ее к Солнцу. К счастью, у нас нет опасной соседки среди сверхмассивных черных дыр. Пока ближе всех к Gaia BH1 из созвездия Единорога. До нее от Солнечной системы 1500 световых лет. На таком расстоянии этот противник нам не страшен. Но новое исследование американских ученых показывает, что расслабляться рано. Одна из черных дыр неожиданно устроила стрельбу в нашу сторону гигантскими струями плазмы. Она расположена в галактике PBC J2333.9-2343, которая находится на расстоянии около 4 миллионов световых лет от Земли. Это очень активный монстр, пробрасывающий потоки излучения почти со скоростью света. Что означают подобные джеты? Активные ядра галактик выделяют больше энергии, чем можно объяснить действиями их звезд и газопылевых комплексов. Ученые считают, что они изо всех сил наращивают массу путем гравитационного притяжения материи из окружающего пространства. И часто, перебрав с обедом, изрыгают мощные потоки высокоэнергетических частиц или джеты. Подобные струи плазмы вырываются из центров активных ядер галактик, квазаров и радиогалактик. Ситуация с PBC J2333.9-2343 неприятна тем, что монстр в центре галактики неожиданно сместил угол джетов на колоссальные 90 градусов и стал целить прямо в Землю. Настолько резкий разворот объекта озадачил астрофизиков. Впрочем, главное, что для нас выстрелы этой космической плазменной пушки не страшны. Ученые уверены, что космическое орудие не добьет до Земли с такого огромного расстояния. Просто сам факт разворота струй плазмы в сторону планеты свидетельствует о том, что подобное событие может произойти где-то ближе. И поскольку потенциальная угроза существует, астрономы во время наблюдений собираются не сбрасывать ее со счетов. Есть еще более опасные для нашего мира объекты, за которыми уследить труднее. Это блуждающие черные дыры. И эти монстры могут натворить в любой системе много бед. Черные дыры становятся изгоями чаще всего в результате грандиозных событий, например, столкновений двух галактик или возникновения аномалий при слиянии черных дыр. В 2022 году группа астрономов сообщила о том, что обнаружила изолированную черную дыру OGLE 2011 BLG 0462 на расстоянии 5000 световых лет от нас. Монстр имеет массу в 7,1 раза больше солнечной и движется со скоростью около 45 км в секунду. Так что до нас в обозримом будущем он не доберется. Однако, по подсчетам ученых, на краю галактики Млечный Путь может находиться 12 блуждающих черных дыр. Не собирается ли какая-нибудь из них однажды заскочить к Солнцу на огонек? Чтобы это выяснить, ученые провели космологическое моделирование Ромулус. Они изучили динамику поведения предполагаемых блуждающих черных дыр в Млечном Пути. Получилось, что шансы появления одной из них возле нашей звездной системы не больше, чем 1 на 100 миллиардов лет. Это почти в 7 раз превышает возраст Вселенной – 13,7 миллиарда лет. Выходит, вряд ли у нас когда-то появится подобное гостья. Или это случится в далеком будущем, а тогда наше отношение к встрече с черной дырой может диаметрально измениться. Уже сейчас к этому есть немало предпосылок. Ученые, например, выяснили, что черные дыры могут генерировать элементы тяжелее гелия, такие как железо и углерод. Эти вещества остаются после распада дыр, возможно, становясь основой для зарождения жизни, и точно влияют на состав газовых облаков в тех частях Вселенной, где формируются звезды.
Так что черные дыры, можно сказать, зажигают в космосе светила. В данном направлении усердно работает черная дыра в сердце карликовой галактики Хенис-2.10. Она находится в 30 миллионах световых лет от нас в созвездии Компас. Черная дыра образовала невероятные звездные ясли. Как ей это удалось? Несколько миллионов лет назад горячий газ из черной дыры врезался в плотное облако звездообразования. Затем на скорости около 1,5 миллиона километров в час он распространился по всему облаку. Теперь скопления молодых звезд выровнены перпендикулярно истечению газа, показывая путь его распространения. Ученые считают это редким явлением. Обычно газовые облака, попавшие на путь струй, чересчур разогреваются и перестают зажигать звезды. Но в случае с менее массивной черной дырой в Хенис-2.10 и ее слабыми выбросами газ оказался разогрет именно настолько, чтобы ускорить образование новых звезд. Взрослые светила тоже порой отлично выживают за счет динамического трения вблизи сверхмассивных черных дыр. Так, очень близко к Стрельцу А со звездочкой собрались на яркую тусовку более 100 звезд, образовав S-скопление. Все говорит о том, что они отлично себя чувствуют, а может даже подзаряжаются энергией от своего жуткого соседа. И если заглянуть в очень далекое будущее, то, возможно, когда-то мы захотим повторить их опыт. Конечно, сейчас это звучит удивительно, но ученые уже строят подобные планы. Существуют многочисленные теории, исследования и предположения насчет получения от черных дыр невероятного количества энергии. Астрофизик Гарвардского университета Дэвид Киппинг заявил, что как бонус это даст людям шанс летать по галактике на невероятной скорости. Вот каким ученый видит этот удивительный процесс. Если под определенным углом направить луч света в черную дыру, то он вернется к нам обратно, отразившись как от зеркала. Поскольку при этом луч не сможет двигаться быстрее скорости света, то в нем аккумулируется большое количество энергии. Эти энергетические излишки пойдут как топливо для звездолетов. По мнению Киппинга, в будущем человечество превратит черные дыры в своеобразные заправочные станции, где можно будет разжиться топливом во время межзвездных перелетов. Если же спуститься с небес на Землю, то и тогда черные дыры открывают перед человечеством блестящие перспективы. Знаменитый астрофизик и космолог Стивен Хокинг допустил, что миниатюрную блуждающую черную дыру размером с гору когда-то людям удастся подтянуть на околоземную орбиту. Тогда ее можно будет использовать как электростанцию. Подобная гора должна испускать рентгеновские и гамма-лучи с интенсивностью примерно 10 миллионов мегаватт, чего хватит для полного обеспечения энергией нашей планеты. Но перед этим, конечно, нам нужно досконально изучить черные дыры. Иначе как их приручить и заставить трудиться себе на благо? Космологи всего мира бьются над разгадками секретов дыр с помощью новых технологий. Для этого они проводят наблюдения, математические расчеты, строят голографические 3D и другие модели космических монстров. А исследователи из Израиля научились делать микроскопические искусственные черные дыры из рубидия. Пока их эксперименты подтвердили теорию Стивена Хокинга о том, что из внутренностей черной дыры действительно исходит излучение. Теперь они надеются выяснить точную природу этого явления. Потом, возможно, им удастся точнее определить другие свойства черных дыр, сейчас известные лишь в теории. Еще дыры надеются создать в Большом адронном коллайдере, правда, эти объекты будут в 1000 раз меньше протона. За доли секунды они, скорее всего, испарятся или исчезнут в космосе. Но это наверняка станет значительным шагом в изучении невероятных свойств черных дыр. Мы станем чуть ближе к тому, чтобы в будущем с их помощью путешествовать по всей Вселенной или даже заглянуть в соседние мироздания.